Народ, всем салют, снова рад вас приветствовать в новом видео. Многие пишут, где можно найти наш салтовский птичий рынок, где продают рыбок. Не все знают почему-то, хотя живут в Харькове. Много раз показывал, но не показывал, как дойти после того, как построили рост. Сейчас же я вас проведу туда, посмотрим, что там есть. Надеюсь, продавцы на месте, и также они покажут свой ассортимент. Ну, чай, печеньки и поехали. Если видео долгим выйдет, тогда уже и пельмешки приготовьте. В общем, начинаем начинать. Это у нас главный вход в рост. Чтобы попасть на зоорынок, нам надо обойти с левой стороны его. Тут у нас новая почта, но мы идем дальше. Вот один пролет, мы его проходим. Идем далее. Вот тут еще один пролет. Спускаемся вниз. И сразу вот, пожалуйста, мы попали к Андрею. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Видите, все очень просто, легко. Вот здесь мы спустились. Все. Андрей, покажете, что там у вас есть? Да. Там сейчас покупатель. Покупатели? Ну, это хорошо. Пускай тогда скупятся, и мы уже зайдем нормально. Ну вот, ребятки, мы зашли. Что тут новенького? Ой, там ассортимент расширяем потихонечку. Рыбок больше, да? Да. Ну да. Значительно больше. Что у нас почем? Крапчатый сомик 3 размеров. 20, 30 и взрослые по 40. Петушки, вот это молоднячок по 30 гривен. И мальчики, и девочки. Гурамис золотой 20 и 30 гривен от размера. Вот эти вот скалярочки платина и подрощенные расцветочки по 30. Малинезия 3 вида. Черная, снежинка и желтая по 20-очке. Гуппи, малыши, по 15. Не успевают вырастать 2,5 месяца только. Разбирают, да? Разбирают, да. Минор 15 гривен. Юн, акантофтальмус по 30 гривен. Меченосец по 20. Есть вот аранда очень хорошая, волехвостые аранды по 30 и по 40 гривен от размера. Кстати, если присмотреться, уже видно, что нарост начинает расти. Да. То есть это очень хорошая линия нашего разведения. Барбус суматранский обычный, игло зеленый по 20, красный по 30. Дальше взрослые анциструсы по 100. Дальше тернеция игло в ассортименте по 20 гривен. Дальше тернеция игло красная, взрослая, крупная по 35. Вот эти скалярочки поменьше тех, эти по 20. И вот у меня новинка лабиогло. Там зеленые, фиолетовые, голубые, салатовые. Лабиогло по 70 гривен. Размер где-то сантиметра по 3. Дальше Данио гло по 8 гривен. Сомик панда, коридорас панда по 40 гривен. Уже такой 2,5 сантиметра. Ну, это по рыбке. Теперь растения у меня есть. Валеснерия обычная. Криптокарина вента. Такая, ну это, по-моему, обычная, но она идет с красноватым отливом. 2 вида таиландского папоротника. Крыловидный и вот такой узколистный. А вот это крыловидный классика. Классический таиландский папоротник. Анубиас есть, ну такой, один остался, вот разобрали. Ну, в общем, то растения дешево тоже. В принципе, аквайр у меня сейчас большой выбор ермолаевских химии. Удобрения. Цены, в принципе, на 10% дороже, чем довоенные. То есть они не сильно подорожали. Кстати, вон еще у меня тоже аквайр стоит. А креветочек нету? Креветочки были, разобрали. Но у меня обычные по 5 и по 7 гривен. Черики 7-10 от размера. А синие и сакура те по 20 гривен. Синие эти Blue Diamond, которые. Ну, в принципе, кормов большой ассортимент. Blue Diamond или Blue Dream? Ну, синие вот эти. Я их путаю.
Понял. Я с креветками не занимаюсь, это мне просто приносят. Тетры очень большое количество тоже. Кормов, Разнообразно. ассортимент. Но я по неволе увидел компрессора. На батарейках нету. Это чисто используете сами, да? Да, это вот на аккумуляторе. На батарейках это то, что я в дорогу беру. Как вообще выкручиваетесь? Электричество отключают? Вырубают у меня электричество, как у всех. Где-то по несколько часов. Было даже, что 12 часов не было света. Значит, как? В комнате, где у меня стоит около 20 аквариумов, я использую масляный вот такой обогреватель. То есть, чтобы температурку оно держало не ниже 25-26 градусов. Вот 12 часов не было света, температура упала до 22 только. А по воздуху 3-4 часа даже при моей скученности рыбы выдерживает в аквариумах нормально. То есть у меня вот сидит 100-150 рыб среднего размера на 100 литров воды. И то, в принципе, хватает на 3 часа, где-то на 4, без проблем. Потом беру компрессора на батарейках, вот эти вот, да, и бросаю с аквариума в аквариум, перебрасываю. Еще не перевели всю разводню на Уже лифты, наоборот, компрессора? расширяюсь на 3/4. Ну, еще не все 100% запустил аквариумов, но 3/4 уже работают. Уже спрос пошел больше, люди Да, возвращаются. люди возвращаются, да, да. Некоторые с Заводят выпученными снова. глазами, перепуганные, некоторые с радостью, ну кто как. Так, в принципе, я скажу, что вот с возвращением людей Радостные, многие запускают довольные. аквариумы, да. Я же говорю, одни перепуганные, другие нормально. И некоторые просто еще боятся запускать аквариум. Ну, потому что электричество отключают. Да, электричество отключают, и некоторые еще там просто квартиры не полностью восстановили после обстрелов. Ну, так, в принципе, как-то Начинающим выживаем. бы посоветовали то же самое, как и вы делаете. Я бы посоветовал то же самое, то есть обогревать комнату, где находится у человека аквариум или аквариумы, и потом компрессора приобретать на батарейках, на аккумуляторах, потому что другого выхода, если на много часов, нет. Если в аквариуме там мало рыбы, а прям хороший большой аквариум и растений прилично, то в принципе можно обойтись без продувки на время отключения света. То есть я же говорю, даже 3 часа рыбы выдерживают без проблем. Потом приходится, конечно, воздух давать. А если рыбы мало, в принципе, тогда не надо вообще продувать. Рыба выдерживает, ну, кроме там есть такие эксклюзивные виды, как дискусы, тем, конечно, да. А так, в принципе, обычная рыба без проблем. А что по живым кормам и по заморозке есть? Заморозка была у меня, удалось забыть неоновский мотыль. Фирма Неон Киев выпускает. А сейчас, видишь, опять тревога. Да, тревога. Ага. Короче, неоновский мотыль мороженый удалось достать. Ну, сейчас его весь разобрали подчистую. Сейчас живой корм у меня есть насадочный рыбацкий мотыль. Он крупный, живой. Цена там 30 гривен порция идет. Там, 10 грамм, ну, коробок. Значит, если рыба крупненькая, можно его брать. Ну все, ребятки, вроде посмотрели, будем двигаться дальше, не будем отвлекать тоже. И люди там столпились, ждут, все-таки Да, потихоньку выйди, покажи. возвращаются. Вот. Смотрите, люди ожидают, пока мы тут снимаем, вот они расходятся. Так что мы двигаемся дальше. Ну вот мы выходим от Андрея, идем далее. Чисто вам покажу, что здесь еще есть. Крыски, хомячки, попугайчики. Здравствуйте. Клеточки, все, в принципе, корма, морские свинки. Вот это все последствия вот этих обстрелов. Ну вот, идем дальше. И покажу еще место. Собачки ходят. Идем, идем. И смотрим также. Здравствуйте. Есть птички. Ну вот еще, ребятки, аквариумы. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас интересного есть? Ну, корма, растения, рыба, аквариумы, оборудование.
А что почем скажете по рыбке? Рыбы от 8 гривен, допустим, данюшка 8, вот, золотые 30, скалярка 20, тернеция цветная 20, вот, барбусы по 20, там малинезии 20, меченосцы 20 гривен, сомики по 20 есть по 30, там, А гурами мы говорили? гурамки 30 гривен, золотые, мраморные 20, но осталась одна там, поразбирали сегодня, вон она. В общем, цены как и были, скажем так, не поменялись по сравнению А с... по растениям? 30 гривен пучок валиснерия, 30 гривен пучок роголистник, анубиас 50 гривен кустик. Ну, растений сегодня не сильно много, их тоже подразобрали. Будем Сухие в со ассортименте вторника. тоже. Да, сухие корма разные, тетры много. Вот тетрамин, тетрадискус, тетрациклида. А живые корма? Не, живых не было. Замороженные, Живых ничего кормов не нету, да? было, да, нет привозов. Мотыль это ж Ну Херсон, Бердянск, Мариуполь, то есть Да-да-да. туда не провести. Есть такое. Как вы сейчас выкручиваетесь, когда электричество отключают? Лил воду горячую. Это если газ, да, есть подогреть. Ну, с дома термос с водой, кипяточек. Есть Это вы горелка здесь, как бы. от дома. А, дома никак. Ну, упадет на 2 градуса температура. Все-таки ж в квартире тепло, батареи, ну. Аэрация Газовая печка дополнительно. есть на кухне. Аэрации не было, просто не надо кормить рыбу перед тем, как выключают свет. Бывает, Свет не включили, предупреждаю. взял на ну, график уже ж знаешь, да, ну. Тогда просто уже, когда включат свет, тогда кормить рыбок, а именно перед выключением не надо, а то не задыхаться будет. А максимально насколько отключали у вас электричество? 12 часов. Ничего, Нормально ни одна рыба рыба не пропала, не задохнулась, ни это. Замечательно. Температура падала градуса на 3-4, да, в аквариумах. Ну, это не критично. Понял. Если было 28, а так 25 там. А сюда вы говорите в термосе водичку, да? Водичка, да. И подливаете. Да. Нормально. До скольки понижалось здесь? До скольки? Градуса 24 понижалась, а вообще держу я 28 постоянно. Вот сейчас 28, но оба градусника показывают. Ну, сейчас есть электрика, на выходные свет не выключали, ни вчера, ни сегодня, воскресенье. Вчера суббота тоже не выключали. И та какой у неделя вас на выходные не график работы? выключали. Кроме понедельника каждый день с 9 до 2. Стараемся выходить, ну, бывает иногда меня нету, там какие-то дела свои. Ну, а так ходим. Аквариумы есть, оборудование, он еще можете зайти снять. Смотрите, есть и такие, что с крышечками, но без света. Аквариумы. Вот, с крышками со светом от 15 литров до 70 есть готовые. 70-60 литров, там 60 есть еще. 30-35, да, линза 40. Черепашники есть с островками. Тут, В общем, наверное, можно не подобрать. видно. Как вообще людей становится больше или нет? Ну, по сравнению с весной, конечно, больше. Ну, прибывают люди, возобновляют. Люди Рыбок, новые растения. Это или- не много очень старых, Старые, которые да? уезжали куда-то, да. И вновь возвращается, да? Да, Потом- или были выбиты стекла, попропадала от холода в начале войны рыба, да, сейчас теперь. Мой номер телефона 093 76 41 520. Так что, ребята, Покупаю. ждем, Сегодня был ждем вас мужчина, на да. Салтовском птичьем рынке. Ждем, приходите, да. До новых встреч. Пока-пока. Да.